Привет, друзья! Привет! У нас в комментариях одна из наших подписчиц спросила, а умеем ли мы готовить самсу? И если да, просила научить. Мы выполняем ваше пожелание. Сегодня у нас в программе самса. Ну, у нас классическая самса с бараниной, потому что самсу делают разную, делают с говядиной, делают с курицей, с индейкой, с тыквой. Мы же готовим классическую узбекскую самсу с бараниной. Ну, вы знаете, что Эвана бабушка долгое время прожила в Узбекистане. И, конечно, научилась готовить там прекрасные узбекские блюда. Вот самса – это одно из этих блюд. И готовить мы ее будем по бабушкиному рецепту. Yes. Ингредиенты у вас перед глазами. Чего, сколько мы использовали, как всегда, в описании. Ну и смотрите видео до конца, все сами увидите. Поехали. Поехали. Сначала займемся тестом. Просеем полкило муки. На это количество муки нам понадобится 300 мл теплой воды, в которой мы растворим чайную ложку соли и выльем муку, сделав в ней предварительно небольшое углубление. Добавим 2 столовые ложки растительного масла и начнем перемешивать. Сперва мешаем лопаткой, а потом руками. Как только тесто соберется в один шарик, присыпем мукой подходящую емкость, положим в него наше тесто и прикроем его пленкой, полотенцем или специальной крышечкой, как у нас. Оставим тесто отдыхать минут на 20-30, а сами займемся начинкой. Сначала очень мелко нарезаем лук. Одну чайную ложку зиры, чайную ложку кориандра и чайную ложку соли измельчим в ступке. Можно, конечно, взять и молотые специи, но измельченные в ступке нам кажутся ароматнее. Добавляем их к луку и перемешиваем. Теперь мелко нарежем баранину и порубим, превращая ее в фарш. Добавим к заправленным специям луку и как следует все перемешаем до однородности. Поперчим. Добавим немного острого перца и ложку топленого масла, так как баранина у нас не жирная. Можно добавить бараний жир или сливочное масло. Еще раз все перемешиваем, и начинка для самсы готова. Вернемся к тесту. Продолжим его месить на столе. Затем поделим тесто на 3 части и скатаем их в шарики. У нас получилось 3 шарика примерно по 280-290 грамм. 2 из них прикроем пленкой, а 3 начнем раскатывать. Раскатываем на присыпанной мукой доске. Тесто очень эластичное и легко раскатывается.
Мы должны получить прямоугольный лист примерно 40 на 50 сантиметров толщиной миллиметра 2-3. Теперь смажем лист растопленным сливочным маслом. Смазываем обильно, обращая внимание на края. Точно так раскатываем второй шарик теста. И выкладываем его поверх первого листа. Листы, конечно, не одинаковые, но за счет эластичности теста они легко растягиваются. Второй лист также смазываем маслом. И точно так же поступаем с оставшимся третьим шариком теста. Раскатываем, выкладываем третий лист поверх первых двух, растягиваем его и обильно смазываем маслом. У нас ушло 150 грамм сливочного масла. Теперь начинаем сворачивать листы по длинной стороне. Сворачиваем не спеша, чтобы получилась такая плотная длинная колбаска. Сложим пополам, разрежем. Теперь обе половинки еще раз разрежем посередине и поделим каждую из двух половинок еще на 4 части. Так мы получили 16 почти одинаковых кусочков теста. Уложим их на тарелку . Уберем в пакет . И положим в морозильник минут на 40. Достаем наши заготовки из морозильника и начинаем по одной формировать самсу. Остальные заготовки оставляем под пленкой, чтобы они не заветрились. Каждый кусочек раскатываем в круглую лепешку диаметром сантиметров 15. Муку для присыпки не используем. В центр лепешки кладем столовую ложку начинки. И вот так формируем самсу. Выкладываем на выложенную бумагой для выпечки противень. Та часть, где мы скрепляли края, должна остаться внизу. На наш противень поместилось 12 штук. 4 оставшиеся придется выпекать во вторую партию. Отделяем один желток. Добавляем немного молока. Размешиваем. И смазываем нашу самсу, чтобы получилась румяная корочка. И, конечно же, для красоты посыпем немножко черного кунжута. Отправляем самсу в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, минут на 40-45. Все, наша самса готова. Видите, она не раскрылась и начинка совершенно не вытекла. Выложим на тарелку и можно, наконец, пробовать. Смотрите, какая хрустящая получилась наша самса. И мясо полностью готово.
ешьте на здоровье. Ну что, дорогие друзья, концерт по заявкам наших зрителей подходит к концу. Просили самсу, получите самсу. Теперь заключительная часть концерта. Апробация. Да, пока горяченькие. Пока давай. горяченькие, вот берем. Самсу едят руками. Берем и начинаем ее вот так вот разрезать на части. Вот Да. тебе, пожалуйста, пробуй. О, горяченькая. Хрустящая. Да чего же хороша. Хрустит, Хрустит тесто. а мясо Начинка. нежнее. Оторваться невозможно. Самса удалась. Да. Смело можете следовать этому рецепту, если хотите попробовать настоящую узбекскую самсу. По рецепту моей бабушки. Но дело в том, что, ребята, прелесть рецепта в том, что, как у нас и в рецепте с мутаками, не осталось ни кусочка мяса, ни кусочка теста. Все ушло. Дерзайте. Настоятельно рекомендую. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих любимых потрясающей вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!